Поскольку есть ясные параллели между учением Иисуса в проповеди на Масличной горе and the seals that we observe in Revelation chapter 6. и печатями, которые мы видим в Откровении 6 главы. Okay. I'm going to start with your notebook before we read any verses out of chapter 6. Я хочу начать с ваших заметок, перед тем, как мы прочитаем какие-то стихи из 6 главы. So we can kind of get a big picture of what chapters 6 through 19 are about. Но я хочу, чтобы мы перед этим увидели вообще большую картину, о чем говорят нам главы с 6 по 19. They're the story of 777. История, на самом деле, там 3 семерки, 777. And I know what you're thinking. И я знаю, что вы думаете. You thought I was going to write 666. Вы думали, я напишу 666. Don't get ahead of me now. Не забегайте вперед. We're going to start with 777. Мы начнем историю 3 семерки, 777. And we start with 7 seals. И мы начнем с 7 печатей, Followed by 7 bowls. вслед за которыми пойдут 7 чаш, Followed by 7 trumpets. и за ними пойдут 7 труб. Unless I wrote those down in the wrong order. Надеюсь, я не записал это все I did. в неверном порядке. Seals, trumpets, bowls. Записал. Сначала 7 печатей, потом 7 труб, а потом уже 7 чаш. I'm going to figure it out one of these times. Да, я когда-то это все-таки запомню. ПТЧ. Кстати, в русском удобно. Легко запомнить по алфавиту. ПТЧ. Печати, трубы, чаш. Что такое ПТЧ? Пятачок, да, пятачок. Are we good? Yeah, I figured out a memorizing tool for them to remember that. To remember the secrets. STB. Maybe, but in Russian it's even clearer. Okay. Yeah. It's even cooler in Russian? It's cooler in Russian. Okay, cool. I need to learn Russian. Мне надо русский выучить, чтобы тоже запоминать. Okay, seals, trumpets, and bowls. Итак, так сказать, пятачок, печати, трубы, чаши. And it's very consistent. И это очень такое последовательное учение. It's going to become very helpful for us. Нам это будет весьма полезно знать последовательность. Because it helps us think our way through in a very linear fashion. Это поможет нам мыслить в весьма такой линейной манере. Хронологической манере. So chapters 6 through 19 take us prophetically through the great tribulation of Israel. Итак, главы с 6 по 19 пророчески проводят нас по великой скорби для Израиля. Chapters 6 through 10 take us through 7 seals and the first 6 trumpets. Главы с 6 по 10 проводят нас через 7 печатей и первые 6 труб. Chapters 11 through 19 take us through the 7th trumpet, which is the 7 bowls. И главы с 11 по 19 проводят нас через 7-ю трубу, которая является 7 чашами. Now, take a look at Revelation 10 and verse 11. И обратите внимание, пожалуйста, на Откровение 10 главу 11 стих. At the end of chapter 10, the angels tell John that he must prophesy again. В конце 11 стиха ангел говорит Иоанну: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. So because he's told he must prophesy again, И поскольку ангел говорит, что надлежит тебе опять пророчествовать, there are scholars that have attempted to handle this in a different way. то вот ученые, богословы пытались как-то разными способами объяснить это опять. They view chapters 11 through 19 as a repeat of chapters 6 through 10. 1 through 19, 6 through 12, 11 through 19. 12 through 19, like repetition of 6 through 12, through 11. You can read point C in the notes if you want. I'm sorry. Да, некоторые ученые считают, я прошу прощения, что главы с 11 по 19 являются повторением глав 6-10, основываясь на Откровении 10-11. Okay. But I think that that's a bad way to understand it. Но я думаю, что это плохой способ понимать это. That it puts too much of an emphasis on the word again. Слишком много в таком случае мы акцента делаем на слове «опять». When it says you must prophesy again, когда ангел говорит Иоанну, что тебе нужно опять пророчествовать, it doesn't mean you have to repeat what you've done before. это не значит, что тебе нужно повторить то, что ты уже сделал или сказал. I have to teach 2 more classes this afternoon. Мне нужно еще 2 часа лекции учить сегодня днем.
That doesn't mean I have to repeat the two I did this morning. То есть мне опять нужно учить, но это не значит, что я должен повторять то, что я говорил этим утром. So I think it's better if we take this as a sequence 7-7-7. Поэтому, на мой взгляд, лучше воспринимать последовательность событий как линейную. 7-7-7. Specifically because we're told Особенно потому, что нам сказано, that we have 1 through 6 on the seals. что вот печати с 1 по 6, And then we're going to find a little bit of a pause or a break. они совершатся, потом будет как бы пауза или перерыв. And then after this pause, we will then have number 7. И после вот этого небольшого перерыва будет 7-я печать. Okay? And that's a pattern we're going to get used to. И вот это такая закономерность, которой уже нас книга приучает, так и дальше будет. And at the time that the 7th seal is broken, И в момент, когда 7-я печать будет снята, we learn that the 7th seal is the 7 trumpets. мы узнаем, что 7-я печать это 7 труб. Okay? That's what the 7th seal is. То есть вот что такое 7-я печать. Это 7 труб. Понимаете, матрешка такая, да? It is the 7 trumpets. Да, 7-я печать это 7 труб. We're then going to observe 6 trumpets, one after И another, потом будут 6 труб, одна за другой, in a very rapid format. в очень таком быстром формате, очень быстрая смена событий. Trumpet, 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 Труба, trumpet, труба, trumpet, труба, trumpet. труба, труба, труба. With a break Перерыв. or a И pause. пауза. And then we're going to have the 7th trumpet. Потом 7-я труба. And guess what the 7th trumpet is? Угадайте, что такое 7-я труба? 7 Yeah, you guys bowls. are too smart. 7 bowls. 7 чаш. Okay? Which is why we can't view this as a repeat of the first half. И именно по этой причине мы не можем рассматривать главы с 11 по 19 как повторение первой половины. Because everything is advancing in a linear fashion. Поскольку все развивается в хронологической и линейной манере. Likewise, we're going to see 6 bowls in rapid format. Точно так же мы увидим 6 чаш, очень быстро сменяющихся одна за другой. We'll then have a pause or a break И потом будет пауза, перерыв. before finally the 7th bowl is poured out. И потом мы увидим, как в конечном итоге изливается 7-я чаша. Okay, so that is the outline for what we're looking at in chapters 6 through 19. И вот это план того, что мы видим в главах с 6 по 19. And I think it's fairly straightforward. И я думаю, что это очень прямой, ясный, понятный план. Also, I think as we view these interludes, И также я думаю, что мы вот здесь увидим еще эти вставки. we're going to start to pick up information here and here and here that will be interesting for us. То есть вот уже вот как бы в этих паузах, в этих как бы затишьях перед как бы 7-й там печатью или трубой у нас будет интересная информация дополнительная рассказана. And you will notice some parallelism in all of those interludes as well. И вы обнаружите определенный параллелизм также между вот этими разными вставками информации. All right, so seal number 1 is broken and the white horse rider comes forth. Итак, 6-я печать снята, и всадник на белом коне пошел вперед. So when the Lord breaks the first seal, the first of the 4 Zoa issues the command to come. Когда Агнец снял первую 7 печати, то одно из 4 животных сказала Иоанну громовым голосом: «Иди и смотри». And so in Greek, this is a hippos lukos, В греческом это хипос лукос, which is a white horse. да, белый конь, да, конь белый. Взглянул я, вот хипос лукос, конь белый. Okay, and so he comes forth with an appearance of purity and peace. И вот этот white horse, да? То есть вот этот белый всадник, он имеет вид чистоты и мира, может иметь вид чистоты и мира. So in other words, he appears to be a man of peace. То есть кажется, что он такой человек мира. But in reality, we're going to see he unleashes great war. Но как в реальности мы видим, что позже он развяжет великую войну. As it says in verse 2, a white horse, he who sat on it had a bow, and a crown was given to him. He went out conquering and to conquer. И как сказано во 2 стихе: «Вот взглянул я, конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный,
И чтобы победить, то есть в других переводах, чтобы завоевывать. And we've seen this before. We saw it last week in Daniel. И мы видели это раньше, мы видели это на прошлой неделе в книге Даниила. Antiochus Epiphanes was the foreshadowing of this. Мы видели, что Антиох Епифан был как бы предвосхищением, прообразом вот этого. He was a liar who promised peace, Антиох был лжецом, который обещал мир, but really unleashed great wrath. но в реальности развязал великий гнев, развязал большую войну. Remember, Antiochus Epiphanes is the Greek horn that is the type of the Roman horn. Помните, Антиох Епифан — это греческий рог, который является прообразом будущего римского рога, то есть антихриста. Antiochus was the type, and Antichrist is the fulfillment. То есть Антиох — это прообраз, а уже антихрист — это исполнение данного прообраза. It's interesting that this character has a bow, but he doesn't have any arrows. Интересно, что у этого персонажа, всадника, лук есть, а стрел нет. Again, he says, "Look, I've just come in peace." Опять же, он пришел, говорит, ну посмотрите, я же с миром к вам пришел. Мирный гнев. And yet he goes forth to conquer. И тем не менее, он вышел завоевывать, он вышел как победоносный, чтобы завоевывать. It's interesting how many conquerors like to talk about peace even while they're conquering. Это даже интересно наблюдать, сколько завоевателей и хищников говорят о мире, иногда прямо в процессе завоевания. And in your notes, I gave you some other passages we won't take the time to look at. В ваших заметках я привел вам некоторые другие отрывки, у нас, может быть, не будет времени все это рассматривать. But you recall in Daniel 9:27, he had a covenant for 7 years. Но, как я уже напоминаю вам, в Даниила 9:27 Антихрист заключит завет на 7 лет. And then he broke that covenant halfway through. Израилем, и потом нарушит этот завет на половине, на середине. So this is the activity of a liar that says one thing and then betrays it down the road. То есть типичная деятельность лжеца и предателя. То есть он говорит одно, там что-то обещанки, да, а потом посередине все нарушает. And I don't remember why I included 2 Corinthians 11. Я уже не помню, почему я включила 2 Коринфянам 11. That's a passage that talks about how Satan disguises himself as an angel of light. Да, ну, там говорится о том, что и сатана порой являет себя как ангел света. So why it is that false prophets and liars, why we encounter so many. И вот по этой причине у нас столько уже пророков и лжецов. Okay. 2 Thessalonians 2 is another chapter that describes the deceitfulness of this Antichrist. 2 Фессалоникийцам 2 еще одна глава, которая описывает такое обольщающее мастерство Антихриста. And so does Revelation 13, which we'll see shortly when the beast comes up out of the sea. И то же самое мы увидим вскоре в Откровении 13 главе, когда вот этот зверь из моря появится вам. Now this peace doesn't last very long. И помните, этот мир долго не продлится. Because the second seal is the horse of war. Потому что следующий всадник — это всадник войны. And that also should not be a surprise for us. И это также не должно нас удивлять. We saw in Daniel 11 last week how rumors from the north and the east disturbed him. Мы увидели в Даниила 11 главе на прошлой неделе, как слухи с севера и востока встревожили Антихриста. And he ended up invading the promised land. И Антихрист в конечном итоге вторгся в обетованную землю. And he was attacked by the king of the north and the king of the south. Его атаковали царь южный и царь северный. And so his great peace program was totally ruined. И вот эта его программа всеобщего мира, дружбы и жвачки, она была полностью разрушена. And it's greatly frustrating for the plans of this world ruler. И это было большим таким разочарованием и огорчением для вот этого всемирного правителя. Okay, so then seal number 2. И потом третья печать появляется. Again, Jesus breaks the seal, and another living creature gives the command to come. Опять же, Иисус снимает печать, и еще одно, третье животное говорит: иди и смотри. And this hippos is a hippos puros. И вот эта лошадь уже это hippos megas, puros, да.
So that's either a red horse or a fire horse. Это либо красная лошадь, либо огненная лошадь. I suspect he's red. Я предполагаю, что красная. So we are talking about the third seal. I'm sorry. White horse, then red horse. Okay, red horse. So we are talking about the red horse. Yes, the second horse is a red Да, мы horse. говорим, да, сейчас о второй красной лошади, я прошу прощения. And when the angel says come, then the red horse comes out. И вот ангел сказал, иди, и появилась рыжая, да, конь рыжий, красная лошадь. And this rider has permission to take peace from the earth. И у этого всадника уже ему дано взять мир с земли. And it says in verse 4 that men would slay one another and a great sword was given to him. И в 4 стихе сказано, что люди будут убивать друг друга, и дан будет ему большой меч. Okay, and with this horse, again, there is a rider in the picture. Опять же, вот с этой лошадью нам еще вот изображен вместе всадник. And it's curious who this rider might be. И любопытно, кем бы мог быть этот всадник? Are we looking at 4 separate people? Ожидаем ли мы каких-то ожидаем ли мы 4 отдельных людей, как всадники? Or is it Antichrist every time? Либо это антихрист в разных своих, так сказать, ипостасях. He just gets on a different horse. То есть это 4 разных человека, 4 всадника, или это просто все эти люди, это антихрист, просто на разных лошадях? And it represents further judgment that God is giving him permission to afflict. И вот здесь сказано, что этой лошади, этим всадникам представлен еще один суд, который дано осуществить, который дано нанести миру. And I think that's a better way to think of this. И я думаю, что можно вот лучшую гипотезу предложить. That the Antichrist is the rider on all 4 horses. Мне кажется, что все-таки антихрист, он всадник на всех этих 4 лошадях. Because we really don't have any other passages anywhere in the Bible that might help us to understand other 3 characters. Поскольку нет никаких зацепок у нас в Библии, которые могли бы нам указать на других персонажей, если бы они были. In Revelation 13, we're going to learn about 2 beasts, the false prophet and the Antichrist. В Откровении 13 главе мы прочитаем с вами о 2 зверях, да, о лжепророке и об антихристе. We do know that there are 10 horns and 3 of them are uprooted. Мы знаем, что будут там 10 рогов, и 3 из них будут отсечены. But there's really nothing there to help us link anything with 4 horse riders. Но нет ничего в Писании, что помогло бы нам как-то идентифицировать 4 всадников, если это разные личности. And so there's various attempts to try to invent characters to fulfill here. Поэтому есть разные попытки изобрести, придумать, фантазировать каких-то персонажей, чтобы заполнить вот эти пропуски. But it just seems to me that it's more simple to make this Antichrist riding 4 different horses. Но мне кажется, что намного проще просто сойтись на том, что это антихрист. Всадник на каждой лошади это антихрист. Просто он меняет лошадей, ездит на разных лошадях. Now there is a tremendous loss of life that's described in this warfare. И описывается огромное массовое уничтожение людей в течение вот этой войны. Второй конь, второй всадник. And it seems to include a mutual destruction where they are killing one another. И похоже, здесь говорится о каком-то взаимном уничтожении, когда люди, народы убивают друг друга в больших количествах. And a lot of people want to link this seal with the warfare and loss of life from Ezekiel 38 and 39. И многие люди связывают вот эту вот войну, вот это массовое уничтожение, потерю жизней с войной, описанной в Иезекииле 38 и 39 главе. And the famous Gog and Magog invasion of Ezekiel 38 and 39. Знаменитое вторжение Гога и Магога в Иезекииле 38-39. I don't fully accept that. Again, I'm not convinced. Опять же, я не в полноте я не принимаю, так сказать, полностью эту точку зрения, я не убежден в ней. One of the things I think we want to be humble about. Одна из вещей, в отношении которых, как мне кажется, нам надо быть смиренными. I think we want to have some caution in some of the connections we make between passages. Я думаю, нам нужно быть весьма осторожными в том, как мы связываем отрывки из разных книг.
как мы взаимосвязи проводим между And if we attempt to find such extraordinary precision, I think we get in trouble. И я думаю, что если мы хотим найти какую-то вот уже просто совершенную точность в том, что какие отрывки с чем связываются, мне кажется, мы можем попасть в большие неприятности. In other words, saying that seal number 2 equals Ezekiel 38. Иными словами, говорится о том, что вторая печать это то, что описано в Иезекииле 38-39. That's a high degree of precision that I'm not comfortable with. То есть это уже настолько требует, то есть предполагается такой уровень точности, что мне уже как-то некомфортно, да, с такой жесткой формулировкой. And so we're going to be more cautious with such identification. Понятна мысль, да? То есть нам надо быть очень осторожными с тем, как мы связываем разные отрывки. Also, So, in other words, we should say maybe. we should say maybe. Да, иными словами, нам нужно говорить может быть. То есть не проводить знак равно, но может быть. Also, remember what we had from Daniel. И также помните, что мы видели в книге Даниила. We have a 70th seven, Мы видим 70-ю седьмину. and each one is broken down into 3.5 years. И каждая половина этой седьмины разбита, длится 3,5 лет. And we have a first half and we have a second И half. есть первая и вторая половина. And we think, all right, I understand this. И мы такие думаем, о, классно, я это понимаю. Because he promises peace and then he betrays it. Потому что Антихрист обещает мир, а потом он нарушает мирный завет. Well, the word peace doesn't show up in Daniel chapter 9. Но слово «мир» в Даниила 9 главе нигде не встречается. But he still makes a covenant and he breaks it. Но все равно Антихрист заключает завет, а потом нарушает его. And when he breaks the covenant, he's stopping the Jewish sacrifice. И когда он нарушает завет, он прекращает еврейское жертвоприношение. So I get that, I understand that. Хорошо, я это понял, я это понимаю. I'm all ready now in Revelation to study something that has two halves. Я уже в книге Откровения, я изучаю нечто, период времени, который разделен на две половины. Except, Кроме того, in Revelation we don't have two halves. Как бы маленькая, правда, как бы непонятка, потому что в Откровении мы не видим двух половин. In Revelation we have seals and trumpets and bowls. В Откровении мы видим печати, трубы и чаши. Okay. Хорошо. So we have seals and trumpets and bowls. Печати, трубы, чаши. That's not two things. Это не две вещи, это не две половины. That's three things. Это три. What do I do with three things? Хорошо, так, три вещи надо как-то списать. How do I take three things and make them match two things? Как мне взять три вещи и попытаться их как-то вот вписать вот в это разделение на две вещи, на два периода? If I have 3 cookies and 2 children, what do I do? Если у меня три печеньки и двое детей, что мне делать? Одну печеньку съесть. Ты one cookie. I eat a cookie. Да, я съем, конечно. No, I eat all 3 cookies. Не, я So my съем. children. Я съем все три печеньки, а мои дети пускай крутятся как хотят. Okay, the point is though, is that because we have 3 and 2, Но идея в чем? Поскольку у нас тут там в Даниила 2, а в Откровении 3 серии, these have been reconciled in several different ways. то вот, скажем так, объединить вот эти два подхода можно несколькими способами. And good men have put them together in different ways. И хорошие братья пытались объединить вот эти две хронологии разными способами. Faithful men, good Bible students, Хорошие, верные братья, хорошие исследователи Библии. commentators and authors and scholars. Комментаторы, авторы, исследователи. Okay? And so you might read different things. И вы можете очень разные подходы прочитать. Some people will put the seals and trumpets in the first half, Многие люди помещают печати и трубы в первую половину, and then put the bowls in the second half. и чаши размещают во второй половине. Some people will put all seals, trumpets, and bowls in the second half. Многие люди размещают полный пакет и печати, и трубы, и чаши на вторую половину. Some people will put
6 seals in the first half. Многие люди размещают 6 печатей в первой половине. Because the 7th seal is the trumpets, they put trumpets and bowls over there. И поскольку 7-я печать это трубы, то они размещают трубы и чаши во второй половине. They diagram it in a lot of different ways. То есть вы можете увидеть самые разные диаграммы последовательности событий. And I think we should be humble. И я думаю, нам нужно быть смиренными. And we will do our best to match these together. И мы постараемся наилучшим образом совместить вот эти две хронологии. But I think we should also be willing to be flexible. Но я думаю, что нам также надо быть весьма гибкими. That we can understand the big picture of Revelation. Чтобы мы могли, с одной стороны, понять вот эту большую картину книги Откровения. And we can understand the big picture of Daniel. Чтобы мы могли понять при этом большую картину книги Даниила. And we can be accepting of keeping them separate for the time being. И чтобы мы могли с легким сердцем как-то немножко разделять эти две хронологии того, как будут развиваться события. Because God did not see fit in Revelation to tell us, by the way, this is the middle of the 70th seven. Потому что по какой-то причине Бог не счел нужным нам в книге Откровения давать какой-то дополнительный комментарий. Кстати, вот это будет происходить в середине второй седмины. So, в середине второй половины седмины. I'm okay with it, I'm relaxed. То есть, поэтому я спокойно к этому отношусь, я расслабился на вечер. And I hope you can be too. Я надеюсь, вы тоже расслабитесь. Okay. By the way, this table is interesting. You have it in your notes. Ну, кстати, Кстати, табличка очень интересная, она у вас есть, да, заметка, табличка. This is from Tommy Ice. Табличка взята у Томми Айса. It was published by Tim LaHaye and Tommy Ice in a book that they wrote together. Она опубликована в книге Тима Лахея и Томми Айса, в книге, которую они вместе написали. Has Tommy been? Tommy hasn't been here, has he? Томми был здесь, нет? Okay. He's good friends with Robbie Dean. Он хороший друг Робби Дина. They went to Dallas Seminary together way back in the 1980s. Они вместе учились в Далласской богословской семинарии еще давным-давно, в 80-х. But this is Tommy's observation to show in Revelation chapter 6. Но вот это наблюдение Томми, в которых он сопоставляет то, что написано в 6 главе Откровения. And a correlation with the events that we see Jesus speak about in his Olivet discourse. С повествованием Иисуса, с его проповедью на Масличной горе в разных Евангелиях. And I agree. I think that the sequence is observable and very noteworthy. И я думаю, что вот эта последовательность действительно имеет место, последовательность событий. Она четко видна, она наблюдаема и вполне достоверна. And when Jesus was preaching on those things, he said that these were merely the beginnings of birth pangs. И когда Иисус говорил обо всех этих вещах, Он говорил о них как о начале болезни, и о начале родовых болей. So it makes sense to me that we're still talking about the early part of the tribulation. Поэтому для меня, в принципе, вполне логично звучит, что это все еще начальная часть скорби, ранняя, первая половина скорби. Because of how Jesus preached it in the Olivet discourse. Именно по причине того, как об этом проповедовал Иисус в проповеди на Масличной горе. Okay, after peace and after war comes famine. Итак, после мира и после войны приходит голод. And this is the third horse, this is the black horse. Это третья уже лошадь, и это вороная или черная лошадь. And the first rider had a bow, the second rider has a sword, the third rider has a pair of scales. И у первого всадника, как вы помните, лук без стрел, у второго меч, а у третьего мера, то есть весы в его руке. And scales are maybe the most dangerous things of all. И вот эти весы, это может быть самая опасная вещь из всего, что было перечислено. And the angel gives the command to come, and the rider comes forth. И снова ангел дает повеление: иди и смотри, и вот этот всадник движется вперед. And look what we read in verse 6. И почитайте, что мы видим в 6 стихе. A voice comes from the center of the four living creatures. Слышал я голос посреди 4 животных. And it says, a quart of wheat
for a denarius, говорящий: хиник с пшеницы за динарий, and 3 quarts of barley for a и denarius. 3 хиникса ячменя за динарий. But do not damage the oil and the wine. Елея же и вина не повреждай. Okay. The prices are interesting. Цены здесь весьма интересные. Okay. And if you're like me, you don't do a lot of shopping. И если вы такой же человек, как я, то вы редко ходите в магазин за покупками повседневными. I don't go to the store very often. Я вообще не так часто в магазине оказываюсь. I don't like stores. Я не люблю эти магазины. I'd rather just shop at Amazon and have stuff sent to my house. Мне проще заказать на Амазоне, чтобы мне домой прямо привезли. But my wife goes to the store. Моя жена ходит в магазин, She buys food. покупает еду. Okay. So she would know prices. То есть она знает цены. She would know if something is a good price or a bad price. И она знает, глядя на цену, хорошая цена или не очень. But if I have to go and buy a gallon of milk, I have no idea. Но если, например, мне нужно будет пойти в магазин и купить там пару литров молока, я вообще представления не имею. Is that like $1? Ну, like here in Kiev. Or $5 maybe, I don't know. Да, то есть я даже не знаю, сколько там молоко должно стоить. $1, $5. Okay. What does milk cost? Сколько молоко стоит? Okay. Last time I was here, I had a bad experience trying to buy milk at the store. В прошлом году, когда я здесь был, у меня был неприятный такой опыт, когда я пытался молоко в магазине купить. And I might get in trouble again today. И у меня могли же быть проблемы и сегодня также на этот счет. Because I bought it at the store and I took it to the apartment. Поскольку я купил молоко, принес в квартиру. And I poured it on my cereal for the next morning for breakfast. Налил себе в эти овсяные хлопья на утро в качестве завтрака. But it was not milk. Но это было не молоко. It was something else like sour milk. Это было типа закваска или кефир. You know what I'm talking about? What's that called? Кефир. So what? Кефир. Yeah. Bad. Так невкусно. Bad. Невкусно. So I took my phone and I took a picture of it. Я взял в телефон и сделал фотографию. And I texted Nina. И написал смс-ку Нине. I said, Nina, this is nasty. What is wrong with my milk? И я сказал: Нина, это вообще так отвратительно. Что не так с моим молоком? And she laughed at me and said, that's not milk. И она посмеялась надо мной и сказала: ха-ха-ха, это не молоко. But it looked like milk. Я говорю: оно же выглядит как молоко, и пакет белый. Okay, so pray for me this afternoon. Поэтому, да, помолитесь за меня этим днем, да, простокваша. Because I'm out of milk again. Поскольку мне надо снова сегодня покупать молоко. And I might have another adventure when I go to the store. Ну и поэтому могут быть у меня еще приключения, когда пойду в магазин. But I'm going to be smart this time. В этот раз уже буду умнее. I'm going to take the empty milk carton with me. Я возьму пустую коробку из-под молока с собой. So I make sure it matches the new one that I get at the store. И я убежусь, что вот то, что я буду покупать, будет так же выглядеть, как пустая коробка, правильно из-под молока. Okay. Now, why I'm taking the time to explain all this И почему я уделяю время, чтобы все это разъяснить? is because we're introduced to some price controls. Это потому, что нам тут указывается на определенный контроль за ценами. Economic manipulations. Экономические манипуляции. And wheat and barley are going to be hurt. И пшеница и ячмень будут в дефиците. In other words, certain people are going to suffer. Иными словами, определенные люди пострадают. But oil and wine will not be hurt. Но елей же и вино не будут повреждены. Because other people will not suffer. Поскольку другие люди не пострадают. Okay. Maybe it's not so clear. So because it says, do not damage the oil and the wine. Да, здесь говорится: не повреди масло и вина. Okay. So, in what way people will suffer or not? Because it's so expensive for the wheat and for the barley. Поскольку очень будут дорогие цены на пшеницу и на ячмень. We'll have a scarcity of food. Будет нехватка пищи.
And the poor people are going to suffer the worst. И бедным людям придется тяжелее всех. But don't touch the oil and the wine. Но не касайтесь масла и вина. Because the rich people still need to have their riches. Поскольку богатым людям все равно нужно иметь свои богатства. And remember, what he's carrying is he's carrying a pair of scales. И помните, да, что-то несет с собой третий всадник. Он несет меру, весы. And the interesting thing about this famine. И интересно вот будет очень в этом с этим голодом связано. Because there's different kinds of famines. Потому что голод вообще, голода бывают разные. You might have an agricultural famine. Голод может случиться по сельскохозяйственным причинам. Because of the weather or because of crops that fail. Погода плохая, урожай не удался. But this is not an agricultural famine. Но это голод не из-за сельскохозяйственных природных причин. This is a government-controlled famine. Это голодомор по причине государственного контроля. This is manipulation of the prices. Это голод, который случается из-за манипулирования ценами. And a forced government control. И который случается из-за навязанного государством контроля. In fact, Ukraine knows all about this. И в Украине люди прекрасно знают, что это такое. This is a part of your history and your heritage. Это часть вашей истории, вашего наследия. In the Soviet times, Ukraine was forced in a starvation. В советские времена Украину заставили голодать. And the term is called the Holodomor. Is that what it's called? Голодомор, да. Okay. And that's what we see here in this rider that's holding the scales. И вот то, что мы видим здесь, вот этот всадник, несущий весы. In 5D, I give you the contrast. В пункте 5D я вам привел, вот, так сказать, разъяснение, контраст. Because it says a day's wages for a laborer will barely provide for one meal. Дневной заработок для трудящегося сможет ему еле-еле обеспечить один прием пищи. But in John's day, a denarius could purchase 12 to 15 times as much food. Но в дни Иоанна на динарий можно было купить в 12-15 раз больше пищи. Imagine you work an entire day and all the money you can earn in one day is enough for one meal. И представьте, вы работали, усердно трудились весь день, и всех денег, которые вы заработали, достаточно на один прием пищи. And that gives you kind of a perspective or a scale. То есть вот это вот как бы дает вам уже некоторое представление об этих весах, о том, что будет происходить. А вот это там, где написано, что елея и вина не повреждай имеется в виду типа цены не поднимай, или что-то имеется в виду? So what does it mean? Do not damage the oil and wine. Does it mean do not raise prices on that? I think so. Yes. Я так думаю. I think so. I think that shows the preferential treatment to the people that are in power. То есть здесь мы видим такое уже привилегированное положение тех людей, которые у власти, да, то есть к ним уже какое-то особое отношение. See, if it was agricultural or weather, then everything would be affected. Тут, понимаете, если это голод случился бы из-за погоды, из-за каких-то сельскохозяйственных причин, вредителей и так далее, то все попало бы под раздачу. Olives and grapes would be affected, and so oil and wine would be affected. И маслины, и виноград были бы повреждены, и также и тогда уже и пшеница, и ячмень, то есть вместе со всем пострадали бы. So clearly there are choices that are being made. То есть, очевидно, здесь принимаются какие-то решения, All right, then our fourth horse. Будет повреждено, что нет. И далее четвертая лошадь, четвертый всадник. This is a horse that's kind of hard to describe the color. Тут у этой лошади немножко трудно определить цвет, трудно описать. Chloros is kind of like green, yellow, green. Слово «клорос» это как бы желто-зеленый, что-то вот такое вот среднее. Chloros, like the color chlorine or the chemical chlorine in the chemical. Хлорос это вот цвет клорин или химическое вещество клорин. Кто-то вообще в курсе, что это такое? Okay. Green is not a natural color for a horse. Но зеленый, как вы можете представить, хлорид, да, это не совсем естественный цвет для лошади. And this is the only rider that has a name. И это единственный всадник, у которого есть имя. His name is Death. И имя всадника — смерть.
And Hades is following after him. И мы видим, что ад следовал за ним. And he does indeed unleash a lot of death upon the world. И мы видим, что он просто высвободил очень много смерти на земле, случилось. With sword, famine, pestilence, and beasts. Да, дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. So 1/4 of the world's population is going to die. Таким образом, четвертая часть земного населения умрет. And I give you population figures for 2006. И я даю вам тут в конспекте цифры с народонаселением на 2006 год. I probably should update this part of the notebook too. Эту часть конспекта мне, по всей видимости, уже надо обновить. Anyway, with 6.5 billion people, 1/4 of the earth would be basically 1.6 trillion people. То есть, ну, если 6,5 миллиардов населения Земли, то четверть это будет миллиард 625 миллионов. That's a lot of dead people. Очень много мертвых людей. The tribulation is not a good thing to go through. Поэтому скорбь это не такое уж приятное время, через нее совсем никому не хотелось бы пройти. 1/4 of the world's population. Четверть мирового населения. That hasn't happened since Cain killed Abel. Такого не случалось с того дня, как Каин убил Авеля. You ever think about that? Вы когда-нибудь думали об этом? Cain was the worst mass murderer this world has ever seen. Каин был одним из самых жестоких массовых убийц, которого когда-либо видел мир. Наверное, самым жестоким. Because when he killed Abel, he killed 1/4 of the world population. Поскольку когда он убил Авеля, он убил четверть мирового населения. Okay, I'm joking a little bit. Я чуть-чуть шучу. I believe Adam and Eve had other sons and daughters. Я верю, что у Адама и Евы были другие сыновья и дочери. And that they were adult sons, probably had wives and children. И я думаю, что у них были и другие взрослые сыновья, и у них были еще и дети, и жены и дети. So technically, when Cain murdered Abel, he was not killing 1/4 of the world's population. Потому когда Каин убил Авеля, технически я сомневаюсь, что он убил прямо уж четверть мирового населения. But we only know 4 names of Adam and Eve and Cain and Abel in Genesis chapter 4. Но из Бытия 4 главы мы знаем лишь 4 имени: Каин, Авель, Ева и Адам. So I still think it's a funny joke. Поэтому я все еще думаю, это такая забавная шутка. But here, this fourth horse rider is going to kill 1/4 of the world's population. Но здесь мы видим, что вот этот всадник на четвертой лошади, четвертый всадник, он действительно убьет четверть мирового населения. And keep in mind, we're still early in the tribulation. И помните, мы еще в самом начале скорби. These are the beginnings of birth pangs. Это еще начало болезни, начало родовых болей. То есть это еще цветочки. And no one here has ever had a baby. Ну, ни у кого из вас, кажется, еще... Вова has baby. Вова has son. Bova does not have a baby. Вова? Я типа Бог не забыл. рожал. Типа что не рожал. Sorry. Okay. Так, никто из вас еще, я прошу прощения, никто из вас еще, сестер, не рожал. Okay, my wife has had 4 children. У моей жены 4 детей родилось. So I've watched this happen. Я видел, как роды происходят. Okay, I haven't experienced it. Я сам не рожал, сам на себе не проживал в своей шкуре. But the beginnings of birth pangs are easy. Но начало родов, начало родовых болей – это относительно легкий период. They don't seem easy at the time. Легкий этап. Но в то время, как это происходит, это не кажется чем-то легким. And my wife was scared, thinking, "Oh, I'm in labor. The baby is coming." И моя жена, конечно, была перепугана дико. О, все, я рожаю, и ребеночек вот уже вылазит. Because it hurts. Поскольку это больно. It's only later that she learns what the real birth pangs are all about. Но лишь позже она переживает подлинные родовые боли. Это потом уже начинается ягодки, по-настоящему. So when the real labor starts, you realize that early stuff was not the real labor. То есть, когда уже вот более поздние боли наступают, то как бы уже понятно, что то, что было в начале, это было так. Это не была настоящая боль. And then sometimes it's safer if you're out in the waiting room. You don't want to be in the room. Out in a waiting room. Yeah, sometimes it's safer. Да, и порой для вас безопаснее находиться там где-то
комнате для ожидающих, не в родильной палате. But if you love your wife, you want to be in there with her. Но если вы любите свою жену и хотите быть с ней в этом процессе, Just get ready, будьте готовы. because she is going to be very angry. Она будет очень громкой, и она будет очень недовольной и гневной. She will say, "This is all your fault." Она будет кричать на вас: это все из-за тебя! And you will try to be the loving husband. А вы будете пытаться в этот момент быть любящим мужем. So we're just seeing the beginnings of birth pangs. То есть мы видим лишь начало родовых болей. We haven't seen the real tribulation yet. Мы еще даже не увидели такую настоящую скорбь. We're only 4 seals out of 7. Лишь 4 печати было снято из 7. We haven't seen any trumpets. We haven't seen any bowls. Мы еще не увидели ни трубы, ни чаш. But there's already over almost 2 billion people are dead. Но уже к этому моменту почти 2 миллиарда людей мертвы. That is extraordinary. Это просто что-то невероятное. Imagine what's coming up. И только представьте себе, что же ожидает нас в будущем. Okay, we got 3 more seals. Итак, у нас осталось еще 3 печати. There's only 2 more seals in this chapter В этой главе будут только 2 из них. because we're going to have a pause before we reach seal number 7. И будет небольшая пауза перед тем, как мы достигнем 7-й печати. And in fact, it's a pause that will last through chapter 7 and take us into chapter 8. И эта пауза, она будет всю 7-ю главу, и она нас приведет к 8-й главе. So seal number 5 Итак, печать 5. is comfort to the tribulational martyrs. Это утешение мученикам периода Великой Скорби. And you'll notice the Lamb breaks the seal, and John will see souls in heaven. И мы видим, да, когда снята была 5-я печать агнцем, Иоанн увидел под жертвенником на небесах души мучеников. And those souls are kept underneath the altar. И обратите внимание, эти души под жертвенником находятся. It's kind of strange. Что-то странное, да? Where do you keep your souls? Где вы держите души? Okay. Под жертвенником там же. Well, God chooses to keep these souls underneath the altar during the tribulation. Бог решил на время скорби держать эти души там под жертвенником. And we're told in verse 9 that they are slain because of the word of God. И нам сказано в 9 стихе, что они убиты за Слово Божье. Because of the testimony which they maintained. Из-за свидетельства, которое они имели. That while everything else is happening on the earth, пока все вот это остальное происходит на земле, there's war, there's famine, there's death, война, голод, смерти, and there's all kinds of things that are happening in geopolitics. И самые разные там перетурбации, процессы идут в геополитике. And while all that is taking place, пока все это происходит, there is a massacre of believers. При этом происходит массовые убийства верующих. Кровопролитие, как бы убивают верующих. Martyrdom of born-again believers in Jesus Christ. Происходит массовое убийство рожденных свыше верующих в Иисуса Христа. And every time a believer is martyred, и всякий раз, когда убивается верующий, his soul is carried to heaven and placed under this altar. Его душа переносится на небеса и помещается туда под жертвенник. And they cry out, saying, "How long will this be allowed to continue?" И они взывают к Богу громким голосом, говорят: «Доколе, Владыка Святый, это будет продолжаться? When will you judge and avenge our blood on the earth?" Доколе не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» And this is similar how Abel's blood cried out from the ground in Genesis 4. И это похоже на то, как кровь Авеля взывает с земли в Бытие 4 главе. And so it was given to each of them a white robe, and they were told to rest. И каждому из них были даны одежды белые, и сказано было им, чтобы они успокоились. So calm down. Ребята, успокойтесь. Rest. Отдыхайте. Okay. Here's a robe you can wear. There is a what? A robe. You Да, can wear. вот вам одежда, оденьтесь. Okay. It's not yet time to end this judgment. Еще не время заканчивать этот суд.
It says, until the number of their fellow servants and their brethren who are to be killed would be completed. И здесь сказано, что на малое время, чтобы они успокоились, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. There's a specific number that has to die. То есть должно умереть конкретное число. I don't know if you've noticed or not, but our God is a God of numbers. Я не знаю, заметили вы это или нет, но наш Бог, Он Бог чисел. The very hairs on your head are numbered. Даже волосы на вашей голове посчитаны. The number of days that we're going to live on this earth is numbered. Число дней, которые вы проживете на земле, тоже посчитано. The number of tribulational martyrs is numbered. Число мучеников, которые погибнут во время великой скорби, также посчитано. And Jesus cannot return in victory until that number is met. И Иисус не вернется с победой, со вторым пришествием, пока это число не исполнится. I believe also the number of the bride of Christ is determined. Я также верю в то, что число верующих века церкви, число, так сказать, невесты, также четко определено. I can't prove that with an exact verse, but this verse gives us a pattern. Я не могу это доказать каким-то конкретным стихом, но похоже, что вот этот стих в Откровении указывает нам на определенную закономерность. Because it seems to me that God is a God of numbers. Мне кажется, что наш Бог, Он все-таки Бог чисел. And He knows exactly how many believers will finish the bride. И Бог знает совершенно точно, какое именно число верующих завершат невесту. And it seems to me that when the last believer in the church age gets saved, then Jesus can rapture the church. И мне кажется, что вот именно в тот момент, когда последний верующий века церкви спасется, именно тогда Иисус может приходить и восхищать церковь себе. Because think about it, after the rapture, the very first person to get saved is not raptured. They stay on this earth to face the tribulation. Потому что подумайте, да, после восхищения церкви, уже первые люди, которые поверят в Христа после восхищения церкви, они не будут восхищены, они останутся на земле через всю великую скорбь. So I don't think God is going to let a lot of time go by. Поэтому я не думаю, что там сильно много времени пройдет. In between the last believer of the church and the first believer of the tribulation. Между последним верующим церкви и первым верующим скорби. So it seems to me like when that last believer gets saved, then the trumpet will sound and we get raptured out. Я думаю, что именно вот будет так. Последний верующий спасется церкви, протрубят трубы и все, и нас заберут. Does that make sense? Да? You understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Достаточно ли это логично? Связано звучит. So now let me tell you my hope. Так вот, хочу с вами поделиться моей надеждой. I want to be the evangelist who leads that last person to Christ. Я хочу быть тем самым евангелистом, который приведет ко Христу последнего верующего века церкви. How great would that be? Как бы это было великолепно. I want to give them the gospel. Я хочу рассказать ему Евангелие. I want to ask them now to believe in Jesus. Я хочу предложить этому человеку поверить в Христа. I want to rejoice with them when they trust in Christ for eternal life. Я хочу порадоваться с этим человеком, когда он доверится Христу для вечной жизни. And I can just imagine what they might say or what they might ask me. И я только могу себе представить, что этот человек может мне сказать или о чем меня спросить. Because maybe a new believer has lots of questions. То есть, может быть, у нового верующего будет много вопросов. They might thank me for giving them the gospel. Он может меня поблагодарить за то, что я рассказал ему Евангелие. Or they might ask me, well, now that I'm a believer, what should I do? Или, может, он меня спросит, вот теперь я верующий, что мне делать? And then we hear a trumpet. И потом мы слышим труба. And I say, Я говорю, sorry, извини, дружище, we don't have any time for Bible class. нет у нас уже времени проходить курс ученичества или библейские какие-то программы. So just hold on. Поэтому держись крепче за меня. This is going to be fun. Будет весело. And then we get caught up together with the Lord in the air. И потом мы восхищены, чтобы быть с Господом на облаках. Wouldn't that be great? Разве не круто это будет? And И this would be a story
that I can tell forever in heaven. Это будет история, которую я вечно смогу рассказывать на небесах. Forever in heaven I could say, let me tell you how the bride was complete. Вечно на небесах я смогу рассказывать. А давайте я вам с вами поделюсь, как все-таки завершилась невеста Христова. So that's gonna be almost like this song, like you are worthy, you are worthy, you are worthy, you are Well, worthy. maybe. Yeah. But that is my hope. Но это вот на что я надеюсь. And maybe you can have the same hope. Может быть у вас, может быть та же надежда. Because if we give the gospel more, Поскольку если мы будем больше делиться Евангелием, every person we get saved то любой человек, который спасается от нашего свидетельства, makes us one more person closer to the completed number. делает нас все ближе к этому завершающему числу, Whatever that number might be. каким бы оно ни было. Okay, so that's the fifth seal. Итак, это пятая печать. In seal number 6, we have universal upheaval. В шестой печати мы видим всемирное землетрясение. There is a great earthquake. Да, большое землетрясение. In fact, it's kind of like an earthquake and a heavenquake. На самом деле выглядит это не только как землетрясение, но и как неботрясение. Because not only does it affect the earth, but the sun and the moon and the stars are affected. Поскольку не только это по земле вдарило, но и мы видим, что и солнце, и луна, и звезды также пострадали в процессе. That's a pretty big earthquake. Какое-то очень большое землетрясение, просто неботрясение вместе с And it's an earthquake where everybody in the world can feel it. И такое землетрясение, что каждый на земле может почувствовать. И на небесах. И на небесах. And even in heaven. Yeah. Uh-huh. In universe. Because the sun becomes black and the moon and the stars. Мрачно, луна сделалась как кровь, звезды небесные пали на землю. And I've never seen fig trees falling off a fig, but я никогда не видел, как смоквы падают с смоковницы. We can imagine what that would be like. Но мы можем себе представить, как это может выглядеть. I grew up in Washington State, so we have apple trees and apples. Я вырос в штате Вашингтон, у нас очень много яблонь и яблок. And so I can envision apples falling off a tree in the wind. То есть я могу себе вполне представить, как яблоки падают с яблонь на ветру. But I can't imagine all the stars falling from the sky. Но я не могу себе даже представить, как это, когда все звезды начнут падать с неба. That'd be pretty scary. Это будет очень страшно, наверное. And the sky is split apart like a scroll. И небо скрылось, свившись как свиток, 14 стих. Every mountain and island were moved out of their places. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. And everybody is afraid. И все дико перепугались. In fact, they think they can find refuge if they go underground. И они даже решили, что могут найти убежище под землей. Kings and great men, they can hide in their fortresses. И цари земные, вельможи, богатые тысяченачальники, сильные, всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещеры и в ущелье гор. In caves and among the rocks of the mountains. Да, в пещерах и ущельях гор они устроили себе такие крепости, убежища. And notice what they're afraid of. И посмотрите, чего они боятся. Are they afraid of the earthquake? Боятся ли они землетрясения? Are they afraid because the sky is falling? Боятся ли они того, что небо падает? They're afraid of God. Они боятся Бога. And when you read verses 16 and 17, Когда вы читаете стихи 16 и 17, hide us from the presence of him who sits on the throne. Они говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле And from the wrath of the Lamb. и от гнева Агнца, For the great day of the wrath has come, and who is able to stand?» ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Isn't this interesting? They know that this is God's wrath causing this great earthquake. А разве не интересно это? Они знают, что именно гнев Божий привел к этому землетрясению. And they hide in fear of God. И они прячутся в страхе Божьем. Notice, though, they're not repenting. Но обратите при этом внимание, они не каются. Notice, they're scared, but they don't fear the Lord. Они перепуганы, но у них нет страха Божьего в библейском понимании.
We understand the fear of the Lord is a reverence and a respect. То есть вы понимаете, да, из Ветхого Завета, страх Божий – это почтение, уважение, почитание Бога. That the right kind of the fear of the Lord is a reverence and a respect. We're not scared of God. То есть вот это такой правильный страх Божий. То есть мы не как бы впадаем в ужас при мысли о Боге, мы не перепуганы из-за Бога. That's us I'm talking about. These guys are scared of God. Но вот эти ребята, они перепуганы до смерти из-за Бога. But they don't truly fear Him and reverence Him. Но они не испытывают подлинного страха и почтения перед Ним. They're not crying out for salvation. Они не взывают к Богу о спасении. They're not humbling themselves before God saying, save us. Они не смиряются перед Богом, они не говорят, Боже, спаси нас. They're just digging as deep as they can to hide from Him. Они просто пытаются зарыться как можно глубже, чтобы спрятаться от Него. And so that's pretty sad. И это очень грустно. And by the way, the stars are coming back. И, кстати, звезды вернутся. The sun and the moon are coming back. Солнце и луна тоже вернутся. There are future judgments in the trumpets and the bowls where, again, the sun and the moon will be darkened. Будут еще суды с трубами и чашами, когда солнце и луна помрачатся. So the indication is that this judgment in the sixth seal is only for a short time. И тем самым указывается, что вот этот суд с шестой печатью это лишь на короткое время. And when the sun comes back and the stars come back, then all these unbelievers start to relax again. И когда солнце вернется на место, когда звезды вернутся на место, все эти неверующие начнут снова расслабляться. Pretty typical for an unbeliever. Ну, типичное поведение неверующего человека. Okay, you endure the judgment, and then I guess we're okay now. Ну, пережил какой-то суд Божий, ну, кажется, уже все нормально. Until it gets worse the next time. А пока снова что-нибудь как не грохнет, хуже, чем в прошлый раз. Okay, that's our first 6 seals. Хорошо, это наши первые 6 печатей. And I believe we're still early in the tribulation. И я верю, что мы еще лишь в самом начале скорби, в ранней части. Because of the parallel with the Olivet Discourse, I believe these are the beginnings of birth pains. Потому что если вот смотреть параллели с проповедью на Масличной горе, мне кажется, что это говорит еще о том периоде, который Иисус назвал началами боли, началами болезни. We're not really into full labor yet. Еще настоящие роды не начались. We'll start to get there with the trumpets and the bowls. По-настоящему все начнется, когда затрубят трубы и польется из чаш.